Друзья, привет! Сегодня мы с вами говорим про детей. Тема этого эфира– дети. И она очень глобальная. Сегодня мы говорим про то, кто такие дети 21 века. Поговорим не только про энергетический аспект, но также про воспитание, про педагогику, про такие аспекты, которые интересуют сегодня и учителей, и родителей, и воспитателей, и всех тех, в чьем поле, в чьем окружении есть дети. Поэтому давайте начинать. Вообще дети 21 века, дети наших дней, особенно те детки, которые вот рождаются прямо сегодня, прямо сейчас, недавно, чем раньше они, позже, точнее, они родились, тем они интереснее. И дети сегодняшнего времени, они уникальные. Это подтверждено всеми мыслимыми и немыслимыми формами. И сегодня мы как раз будем о них говорить. Дети сегодня– это новая прошивка. Это то, как не было никогда. И поэтому педагогика, поэтому воспитание детей, оно во многом не увязывается с тем, что с ними вообще нужно делать, как их воспитывать, как их учить. Потому что сегодня летят все планы, все программы, и мы об этом будем говорить чуть-чуть позднее. Но на самом деле такая интересная история, что сегодня дети, которым, например, около 7-6 лет, по своему сознанию, они примерно схожи с сознанием их родителей в возрасте 20 лет, да, где-то 18. То есть идет идет такое обновление прошивки, идет такое обновление программного обеспечения, на котором дети как бы уже изначально они умеют больше, они могут больше, и они уже не похожи на родителей. И здесь родители вроде как должны дать ребенку весь тот опыт, который они обязаны ему дать, да, чтобы ему в голову своему ребенку заложить те шаблоны, те алгоритмы, и те простроенные и проверенные веками и годами опыты, которые дети могли бы использовать в своем будущем, но на самом деле будущее наших детей, оно не такое, как наше настоящее. И это должны понимать, мне кажется, все родители. Вообще не хочется превращать этот эфир в то, как правильно воспитывать детей, а хочется просто рассказать, какие они. И мне кажется, самое главное для осознания сегодняшнего современного родительства это то, что сегодня, как никогда, каждый ребенок, который рожден, он гениален, он уникален, и такого не было никогда. Вот по ощущению времени, ни в каком веке, ни в какой период жизни такого никогда не было. И это нужно понимать, и это нужно принимать. Но с любой уникальностью, с любым талантом всегда приходит ответственность. И эта ответственность, конечно же, лежит на родителях. Мы уже с вами говорили немного о том, что происходит с душой человека перед тем, как она рождается, и каждый человек, каждая душа выбирает свой опыт, то есть это тот как раз-таки закон воли, по которому без согласия души невозможно ни одно телодвижение. Сегодня очень часто родители пытаются спланировать детей, пытаются сказать, что я хочу для своего ребенка вот такие условия, и поэтому сегодня дети рождаются немного позже, то есть даже лет 10-15 назад, когда у тебя не было ребенка в возрасте 30 лет, уже смотрело общество на тебя очень косо и странно. А сегодня, если вы посмотрите, то в целом материнство и отцовство, оно приходит позднее. Люди подготавливают почву для своего ребенка, и на этом как бы появляются дети, да. То есть люди создают условия для детей, и это очень здорово. То есть они подходят к этому осознанно. И здесь происходит, если мы посмотрим вот так опять линию жизни, то очень интересная история происходит, потому что изначально дети, которые рождены сегодня, они уже быстрее соображают. Их прошивка, их сознание, их мозг уже намного быстрее, чем наш. Но в тот же момент получается такая история, что дети, у
них появляются позже, да, то есть у нашего поколения, у поколения чуть моложе, так скажем, да, то есть дети появляются уже не в 20 лет, не в 25, а после 30 и даже после 40, и это нормально. Сегодня вообще очень много случаев, когда рожают детей очень поздно, и в 50, и в 40, и в 60, и поверьте, даже изменилось отношение врачей к этому, что врачи не смотрят на женщину, которая рожает позже, чем 35, что ну, ты сумасшедшая, зачем тебе такой ребенок, да? То есть это намек на что? Намек на то, что линия жизни человека и средняя вот эта вот продолжительность жизни, она увеличивается. И это, конечно, здорово. На фоне этого у детей сегодня закладывается вот этот вот сознание новое, которое намного быстрее, чем наше. И дети, которые рождены сегодня, они уже умнее и осознаннее, чем родители. И это нужно понимать. Очень много и очень часто бывает таких пар, которые планируют ребенка и планируют прям вот все досконально, да, то есть каждую салфетку, вот чтобы все было идеально, и только вот так рождаются дети. На самом деле, если пара друг друга любит, если в паре действительно здоровые, крепкие отношения, и у них действительно по энергообменам у них очень красивая история, то ребенок это видит, да, чаще всего душа уже знает, в какую семью она придет. И получается так, что часто дети приходят, ну, просто спонтанно. Ты это никак не можешь отследить, медицина это не может отследить, и этот факт спонтанности нужно знать. Дети сегодня конечно, они удивительные, потому что они могут менять свой пол и во время рождения, да, то есть резко менять какие-то свои решения. Такое тоже есть, когда на УЗИ говорят тебе одно, а по факту получается другое. То есть все вот эти вот медицинские несостыковки, они тоже бывают сегодня в большем количестве, чем когда-либо, хотя сегодня вроде бы как медицина у нас довольно неплохая. И это тоже как бы такой звоночек. Бывает такое, что душа залетает в ребенка позже, да, во время рождения. Такое тоже бывает. Вообще бывает по-разному. Нету такого единого правила, что вот все собираются, пакуют сумки, и только после этого они читают, что у них там будет в жизни. Если они согласны, то они идут. Если они не согласны, то они не идут. Бывает очень по-разному. Бывает так, что перерождаются какие-то близкие родственники. Часто бывает такое, что если женщина беременна во время смерти близкого человека, часто как бы, да, и этот близкий человек настолько, так скажем, ценен и дорог, то бывает такое иногда, что дети перерождаются. Бывает такое, что перерождаются бабушки, дедушки. То есть такое тоже бывает, но не сказать, что так бывает всегда. Но сегодняшний эфир я бы хотела посвятить тому, вот самому главному осознанию. Дети приходят уже зная, куда они приходят. Они знают все условия, они знают, куда они приходят, они знают, в какую они семью приходят, они знают, какие будут родители, они знают, какие у них будут гены, они знают, где они родятся, и они знают лучше это, чем даже мы сами, чем родители. Поэтому в этом смысле дети сегодня, они осознаннее. Если не лезть в дебри других цивилизаций, сегодня просто хочется сказать так, что дети сегодня удивительные. И это нужно понимать, что на поколении родителей большая ответственность именно за это. Дети гениальны, и самое важное в родительстве сегодня – это не запороть в каком-то смысле эту гениальность, то есть не отдать ребенку чересчур много своих собственных страхов, своих собственных установок, своих собственных каких-то комплексов, чтобы ребенок их тоже перенял. Вот это и, как мне кажется, вот это основная задача родителей, дабы не скрыть и не уничтожить, не погасить эту гениальность, потому что дети выбирают свой опыт, они рождаются, и
а, уже никуда к этому, с этим ничего уже не сделаешь. Дети рождаются сегодня абсолютно по-разному, да. Я не буду это озвучивать как, я не буду озвучивать, на что идут женщины, да, для того, чтобы родить сегодня ребенка. Знаете, это интересно, потому что в какой-то степени дети ждут, а что ты еще можешь сделать для меня? На что ты еще хочешь, ну, готова пойти, на что готова пойти пара. Не всегда сегодня, если мы не берем нашу страну, только вообще в целом смотрим на мир, не всегда в родительстве участвуют и отец, и мать, да, я думаю, вы понимаете, о чем я, и такое тоже бывает. Сегодня очень много, даже в нашей стране, семей, где родительство воспринимается как только со стороны матери или только со стороны отца. Но и хочется здесь такой момент сказать, что отцовство сегодня, оно приобретает новую краску. Мужчина, если вообще посмотреть, как мужчина и женщина сходятся энергиями, да, то я это уже где-то писала на канале, то получается история очень красивая. Если мы рассматриваем вертикаль, то нижние потоки женщины соединяются с верхними потоками мужчинами, и из этого, да, образуется как бы что-то новое. При этом мужчина создает ту базу, ту основу, на которой строится и семья, и фундамент. То есть мужчина заземляет всю пару, а женщина как бы добавляет в эту пару вот то внеземное, то прекрасное, те верхние потоки, которые она может привнести в эту пару и в эту семью. И именно на таком красивом балансе выстраивается и сегодня семья в классическом варианте, да. Но бывает такое, что, например, детки рождаются в семье, где остается только папа или мама по любым причинам, неважно по каким. И такие родители чаще всего, они в целом настолько не хочется говорить самодостаточной, да, но вот их одних, да, например, только женщина, да, она может и за папу, и за маму, а мужчина может и за маму, и за папу. То есть они настолько универсальные солдаты, что в целом они тоже могут воспитать прекрасного ребенка, и все у них всегда получается. И не забывайте, что ни один человек не попадет в ту ситуацию, в которой он не сможет справиться, с которой он не сможет совладать. Поэтому здесь как бы все вводные уже всем давно известны. И дети, которые сегодня рождаются, да и вообще всегда, да, они всегда знают, куда они приходят и зачем. Рождение детей – это выбранный опыт. Рождение детей – это то, что в каком-то смысле каждый человек выбирает еще до рождения, будет ли продолжение рода или нет. Но это опять же выбор. Сегодня много людей, которые не хотят иметь детей, не хотят продолжения своего рода, и это их выбор, и это нормально. Не надо к этому относиться как к тому, что вот кто-то хочет закончить человечество. А наоборот, бывают такие женщины, которые видят в своем предназначении только рождение и воспитание детей. И я с такими знакома, и это всегда очень интересно, потому что там женщины абсолютно другие. Они настолько, с одной стороны, они настолько земные, да, потому что воспитать 10 детей, родить и воспитать 10 детей, 10 лет ходить беременной, это выше человеческого сознания. Но это их искреннее желание, это их искренняя вот любовь, и они понимают, что в конце концов, к концу их жизни, их семья будет состоять из 60-70 человек, и фото муж, я плюс мои дети и внуки – это не 5 человек, а это 60 человек. И для многих, не для многих, но есть такие женщины, которые хотят видеть в своем предназначении детей. Такое есть, и это очень интересно. И это тоже их выбор, поэтому сегодня бывает по-разному. Мы касались немножко сегодня уже этой темы, что многие боятся рожать детей и пытаются все спланировать. Сегодня уже можно спланировать абсолютно все: и доставку, и расписание, и работу, и когда ты там, я не знаю, ходишь в магазин, в аптеку, любое свое движение ты можешь спланировать. И как бы в этот же план люди пытаются засунуть и детей. Но бывают такие пары, недавно я с такой одной парой виделась, она очень интересная. Парень с девушкой очень друг друга любят, и они там копят на свадьбу. Они говорят: вот, мы очень хотим ребенка, но чтобы это было там после свадьбы, чтобы у нас была красивая свадьба, и все, чтобы все было по плану.
а сверху просто уже стучится душа и говорит: "Ну, мам, ну, долго ты будешь ждать? Я приду и без тебя, без твоей помощи". И такое тоже бывает. Сегодня дети рождаются и у женщин, которые, и делают себе и операции, и которые всячески страхуются, но нет никогда у тебя гарантии на 100%, что ты, ребенка можешь запланировать. Особенно с учетом того, что дети сегодня настолько сильные и, просто сногсшибательные, что, ну, планируйте, но ребенок все равно сделает так, как ему нужно, не так, как, планируете вы. Страх рожать детей именно с точки зрения материальной, да, у нас же мы же все по земле ходим, и всегда интересует вопрос: а чем кормить, а во что одеть, а куда его вообще приткнуть потом, да, потому что все ж сегодня стоит денег, и это, с одной стороны, правда. А с другой стороны, если вот вы сейчас посмотрите на улицу, ну и вообще зададитесь целью себе в течение дня, когда вы передвигаетесь до работы и обратно, посмотреть, сколько детей валяется на дороге бесхозных. Вот нет таких. И каждый ребенок о себе сам, в каком-то, в ментальном смысле, он заботится. Нету детей, которые просто, ну, просто существуют, да. Всегда они находят для себя сами, на, глубинном уровне они находят для себя, способ жизни. Это вообще базовая такая вещь, да, желание жить. И дети делают это не только на физическом уровне, но и на, глубинном, на энергетическом. Поэтому если ребенок рождается, он вместе с собой приносит, ну, назовем это так, багаж своих ресурсов. Он, даст родителям очень, ну, много, и он даст родителям ресурсы, на которых они смогут этого ребенка воспитать. И часто вот сегодня особенно женщины рожают ребенка, и у них открывается какая-то новая, не то что способность, но какая-то вот невероятная сфера жизни. Это может быть новая ветка в предназначении, это может быть какое-то новое хобби, это может быть какое-то новое дело, какой-то новый интерес. И вот на этом интересе, с одной стороны, кажется, что у тебя же ребенок, когда тебе, собственно, есть время и силы, почему у тебя вообще появилось что-то новое в жизни, а с другой стороны, действительно, с рождением нового ребенка, с рождением новой души, женщинам особенно открываются вот какие-то новые потоки, и это всегда очень такие сильные потоки, которым нужно следовать. Они часто проявляются как импульсы, и если за ними пойти, то можно развернуть очень красивую историю. То есть, хочется здесь подчеркнуть, что если у кого-то сегодня есть страх рожать ребенка именно из материальных, составляющих, из материальных, вопросов, то не волнуйтесь за это. Ребенок о себе позаботится всегда. Всегда. Нету такого, что ребенок просто брошен, не на что его кормить. Такого не будет. И опять же, не забывайте, что даже этот момент — это момент вашего выбора. Хочется здесь также рассказать, немножко затронуть тему, потому что она очень многих современных женщин, волнует. Такие ли дети, которые рождаются, операционным путем кесарево сечения, и насколько они хуже детей, которые рождаются, да, ну, так скажем, всем привычным путем. Здесь интересный вопрос, потому что хочется сразу сказать, что нет, дети не такие же, как дети, которые рождены обычным путем. Дети, рожденные путем кесарево сечения, они другие. И они действительно другие, потому что так как рождаются все, у них так не получалось. И они просто родились с помощью, да, медицины, с помощью других людей, потому что той энергоструктуры, которая была заложена в матери, ее было слишком много, чтобы просто взять и вот, ну, появиться на свет. Поэтому, да, пришлось прибегнуть к кесареву сечению, но это не значит, что это ребенок плохой, что у него на 10% меньше легких, что он позднее пойдет, что он позднее заговорит, что он позднее, там, я не знаю, встанет на коленки, поползет. Нет, он просто другой. Он уже уникальный, да, от того, что он родился. Он, ну, представляете, да, то есть есть какой-то стандарт, шаблон, по которому все дети рождаются именно так. Но здесь шаблон
как бы, да, не сыграл, он не склеился, и родился ребенок по-другому. Поэтому здесь нужно это понимать, что от этого ребенок не хуже, он просто, ну, он просто с самого первого дня своей жизни он показал вам свою уникальность. И это тоже здорово. Ну и давайте перейдем с вами к вопросу о том, кто такие дети 21 века, что с ними происходит с точки зрения педагогики, воспитания, и как с ними вообще взаимодействовать. Уже вначале я об этом говорила, что сегодня все дети рожденные, они гениальные, они уникальные. И главная задача родителей – это не запороть в прямом и в переносном смысле. Но кто меня давно знает, я очень глубоко занималась вопросами педагогики и педагогики для разных возрастов. И сегодня у всех докторов наук сегодня один вопрос: а что делать с детьми? Вот как получалось всегда, уже не работает. Как будет в будущем, никто не знает. А что делать? Сегодня обучение детей – это настолько, с одной стороны, вот игра в русскую рулетку, что ты не понимаешь, вот вроде есть те принципы и методы работы с детьми, которые срабатывали поколениями, на которых было выращено тысячи детей. Но сегодня то время, когда оно не работает. И проблема вот педагогики, если мы немножко от детей сделаем шаг назад, проблема современной педагогики в том, что люди и ученые, да, довольно именитые и уважаемые, они держатся за то, что было в прошлом. Было так, все дети это подтвердили, все опыты педагогические это подтверждают, почему сегодня не будет по-другому. Нет, будет вот так. И на этом дети выходят за рамки классической педагогики и идут туда, где их могут обучить так, как они хотят. Вот сегодня в смысле педагогики есть абсолютно любой формат обучения. Вот какой хочешь, все, что хочешь, тебе сегодня могут предложить. Просто вопрос в том, что это будет в рамках классической школы, государственного, давайте это так назовем, да, образования, или это будет поле частной педагогики. То есть вот основной вопрос. И не всегда частная педагогика – это хорошо, и не всегда государственная педагогика – это хорошо. Поэтому вот на тему того, как воспитывать ребенка, в смысле в какой школе, в классической или в частной, вот здесь вот, конечно, нужно очень здорово балансировать. Педагогика вообще всегда обучает ребенка с позиции очень интересной, с позиции старшего, да, то есть я старше, я понимаю, что какой опыт я пережил, я понимаю, что меня научили тому опыту, которому следовали мои предшественники, я этот опыт беру в руки и предлагаю маленькому человеку, да, то есть кто такой ребенок? Это маленький человек. И здесь получается очень интересно, потому что сегодня те маленькие дети, помните, мы с этого начали эфир, что их сознание в 7 лет, оно уже как сознание наше в 20 лет. И вот на этом у них несовпадение. Вот я поделюсь с вами просто взглядом, да, своей педагогической практики. У меня есть онлайн-курс по музыке, это по сольфеджио и по фортепиано. Сейчас вот хочу рассказать про сольфеджио. Это дистанционный формат, и это очень интересно, потому что я его писала, этот курс, в рамках кандидатской диссертации по педагогике своей. И мне все говорили: слушай, ну, обучить детей в дистанте сольфеджио, теории музыки, ну, невозможно, ну, нереально, ну, как? А для детей, для подростков, для детей в возрасте там 14-17 лет, это настолько понятный формат, что скорость усвоения знаний у них намного быстрее. То есть, наглядно, если говорить, то 8 лет музыкальной школы я облечила в курс, который длится год, и дети за год прекрасно усваивают то, что мы, да, усваивали 8 лет. То есть у них скорость усвоения информации уже в 8 раз быстрее. И на этом очень много родителей сегодня летят, потому что хочется же ребенку дать вот все подряд. А много не значит хорошо, и это тоже нужно помнить, что, конечно же, нужно исходить от того, что хочет сам ребенок, потому что, может быть, ему не нужна математика,
Может быть, ему не нужна музыка даже для общего развития. И это нужно учитывать, потому что, ну, есть своя специфика, есть как бы, да, свои предрасположенности, с ними нужно считаться. Иначе на той ветке, которую вы, как родитель, считаете, что нет, шахматы девочке точно нужны, потому что она станет там очень хорошим политиком, пусть лучше занимается шахматами, чем рисованием. На этом, на на делании тех предметов, которые ей не нравятся, у нее может вообще отпасть желание обучаться в целом. И это нужно учитывать тоже. Поэтому, конечно, всегда нужно спрашивать сегодня у ребенка, а что ты хочешь? И это касается не только родителей, но и педагогов, потому что педагоги сегодня из-за того, что мы не понимаем, кто перед нами сидит, да, вроде бы ребенок, вроде бы ему 7 лет, вроде я знаю, что такое там психология у ребенка, как у него сейчас устроено сознание, и вроде бы у меня хватает и компетенций, и образования для того, чтобы с ним провести урок. Но ты открываешь рот и понимаешь, что там не семилетняя девочка, а 15-летний подросток, который настолько осознанный, что а, уже спланировать урок с такими детьми очень сложно. И на этом летит очень много педагогов, потому что по-другому нельзя. А как по-другому? И для педагогов здесь самое главное – это адаптация. А для родителей самое главное – это, конечно, выбор тех направлений, которые будут, во-первых, интересны ребенку, а во-вторых, как бы, ну, найти ту форму проявления тех педагогов, те школы, которые будут для него комфортны и приемлемы. Но, наверное, в завершении вот такого небольшого вебинара хотелось бы сказать, вот я пыталась ответить себе на вопрос, что сегодня должна дать педагогика и образование и воспитание для современных детей, детей 21 века. Что самое важное? Знания? Нет, знания сегодня, вообще любое знание вторично, да. Что навыки, они и так очень быстро осваивают. Как я уже говорила, дети сегодня способны за год сделать то, что мы делали 8 лет. И это, ну, это факт, ты ничего с этим не сделаешь. И самое важное из всех таких педагогических критериев – это, конечно, воспитание чувственного восприятия. Это то, чему уделяется очень мало внимания. Сегодня современная педагогика искусства в государственном формате, она потихоньку становится все менее значимой в рамках образования. И получается, что дети действительно получают знания, они получают какие-то навыки, но именно чувствовать, именно воспринимать, именно переживать какой-то опыт они не умеют. Если вы обратитесь просто в классическую психологию, то как бы там черным по белому сказано, что любой страх нужно, любое проявление каких-то чувств, их нужно пережить. Их не нужно там давить, их не нужно там скрывать, их нужно пережить. Так вот в этом пережить как раз-таки и есть восприятие мира, восприятие внешнего, восприятие событий. Это то, чему сегодня обучается очень мало детей, к сожалению, потому что сегодня важнее, конечно, наверное, в каком-то смысле считать математику, считать какие-то упражнения, писать какие-то задания, но чувствовать и воспринимать, к сожалению, детей сегодня не учат. И это действительно так, потому что сегодня, ну, например, я работала с многими подростками из Китая, из Штатов, из Австралии, и часто они играли какую-то музыку, и я говорю: "А что ты здесь чувствуешь?" И просто в ответ стеклянные глаза, и дети говорят: "А я не знаю". "А зачем ты меня об этом спрашиваешь, если мы с тобой учим Бетховена?" И ты начинаешь детям объяснять, что, ну, Бетховен — это не только про ноты, это еще и про чувства, это еще и про то, что, может быть, у тебя когда-то было в жизни. И когда ты начинаешь вот эту музыку перетягивать в жизнь ребенка, и он находит какие-то опорные точки, точки соприкосновения, он и играть лучше начинает, он и начинает по-другому раскрываться, и он понимает, что мир можно не только воспринимать как картинку, а его еще можно как-то проживать. И дети меняются по отзывам родителей.
детей, с которыми я вот занималась именно вот из Китая, из Австралии, у которых были прям очень сильные проблемы с восприятием музыки. У них поменялось и поведение, у них поменялось и их желание что-то делать, у них появились какие-то интересы, и они стали больше заглядывать в себя, а что я испытываю сегодня. И вот это то, что нельзя ни в коем случае ребенку обрезать, да, перебить еще в начале жизни, в начале вот такой красивой, интересной жизни. У наших детей будет очень интересная жизнь, она будет намного интереснее, чем у нас с вами, и это нужно понимать и воспринимать. И, конечно же, за это несем ответственность мы. Поэтому самое важное, что сегодня нужно, мне кажется, дать ребенку, это и научить проживать чувства, проживать эмоции, проживать вообще вот этот мир, состояние. Но здесь проблема, наверное, какого-то нашего следующего вебинара, потому что не все взрослые это умеют делать. И действительно, люди даже не могут часто ответить, а что такое любовь, а что такое счастье, а что такое боль. И очень много людей сегодня живут без понимания, без самопонимания каких-то своих глубинных чувств. Но когда-нибудь об этом мы поговорим с вами в другой раз. А на сегодня я с вами заканчиваю. Спасибо, что были со мной. Мы с вами встретимся в четверг. И всем желаю хорошего вечера.